Волчонок просил спасти мать, ее придавило деревом. Еще немного, и было бы поздно. Но никто не ожидал, как поступит человек. В глухой тайге, неподалеку от небольшого северного поселка, выдалось тяжелое лето. Ягоды почти не уродились, насекомых стало меньше, и даже сильным зверям приходилось бороться за выживание. Ослабевшая волчица бродила по лесу вместе со своим крошечным волчонком, который еще только учился добывать еду. В тот день ветер принес сладкий запах меда. На старой, почти сгнившей еле высоко висел дикий улей. Волчица насторожилась, подняла морду и, поддавшись инстинкту, начала осторожно карабкаться вверх. Она добралась до ветки, потянулась к улью, и вдруг резкий треск. Старая древесина не выдержала, ветка сломалась, и волчица рухнула вниз. Тяжелый обломок придавил ее грудь. Удар был настолько сильным, что она сразу потеряла сознание. Волчонок замер на секунду, а потом в панике бросился к матери. Он пытался своими маленькими лапами сдвинуть ветку, скулил, толкал ее морду носом, будто уговаривая проснуться. Но все было бесполезно. С наступлением ночи лес стал еще опаснее. Где-то вдалеке послышался протяжный вой других волков. Волчонок вздрагивал при каждом звуке, но не убегал. Он прижимался к матери, согревая ее своим телом и тихо поскуливая. Он остался с ней до рассвета. Утром в этом районе работала группа егерей. Их вел опытный инспектор Эрик Хольм. Он заметил странные следы, сломанную кору, клочья шерсти и капли меда на земле. Все указывало на беду. Когда они вышли на небольшую поляну, перед ними открылась тяжелая картина. Волчица, придавленная веткой, и рядом крошечный волчонок, который не убежал при виде людей. Он просто смотрел. В этом взгляде не было агрессии, только страх и надежда. Эрик понял, медлить нельзя. Он тихо отдал команды. Егери закрепили тросы вокруг ствола и прицепили подъемник к обломку. Металл тихо заскрипел, когда ветка начала подниматься. Земля осыпалась, воздух наполнился запахом сырости. Как только появилось пространство, двое мужчин осторожно вытащили волчицу. Эрик быстро проверил ее дыхание и пульс. Они были слабыми, но она была жива. Он ввел обезболивающие и средства от шока. Волчонок все это время стоял рядом, дрожа, но не отходя ни на шаг. Волчицу аккуратно погрузили на носилки и отвезли в ветеринарный центр. Малыша тоже забрали, чтобы он не остался один. В клинике сделали обследование. Серьезных переломов не оказалось, но удар был сильным. Врачи подключили капельницу и начали наблюдение. Прошло несколько часов, наполненных тревожной тишиной. И вдруг веки волчицы дрогнули. Волчонок первым почувствовал это. Он тихо пискнул и подался вперед. Когда она открыла глаза, он сразу прижался к ней. Волчица, еще слабая, попыталась обнять его лапой. Этот момент никто из людей не смог забыть. Через несколько дней волчица окрепла. Она начала вставать и делать осторожные шаги, а волчонок не отходил от нее ни на метр. Тогда егери приняли решение вернуть их в дикую природу. На краю леса открыли клетку. Волчонок первым вышел наружу, сделал пару шагов и остановился. Он оглянулся, будто проверяя, идет ли мама. Волчица вышла следом. У самого леса она вдруг остановилась, обернулась и посмотрела на Эрика. В ее взгляде не было страха, только спокойствие и что-то очень похожее на благодарность. А затем они вместе исчезли среди деревьев, где ветер тихо шевелил листву, словно провожая их домой.